начинала как веб-разработчик, но какая-то менеджерская суть вылазила из меня, и впоследствии меня дали руководить командой. У меня была команда бэкэнд и фронтенд разработчиков из 5 человек. Чисто продуктом я начала заниматься только здесь, в Озоне. Я считаю, что доносить свое видение продукта — это вообще моя основная обязанность. Во-первых, мы каждый день проводим дейли, на котором я рассказываю людям о том, о своих решениях и, в общем, о своем видении, о том, что мы будем делать. Они рассказывают мне, что сделали они. И часто люди задают правильные вопросы, которые помогают и мне скорректировать продукт и лучше понять, например, какие-то технические особенности или ограничения. Создавать креативную среду достаточно просто. Мне кажется, ключ к созданию какой-то такой приятной рабочей атмосферы — это дружба. Это очень круто, когда разработчики не просто берут и делают то, что им сказали, а задают вопросы, предлагают, как можно было бы лучше с их точки зрения. Потому что бывает так, что создавая продукт, в нем закапываюсь и могу не обратить внимания на какую-то мелочь, на которую стоило бы обратить внимание. Так как я пока что молодой продакт-менеджер, и это мои первые проекты, то есть моя ближайшая цель — это чтобы проект, который мы делаем сейчас, наш внешний проект, про который я, к сожалению, не могу говорить, чтобы он, во-первых, стал успешным, и, во-вторых, я хотела бы попробовать на этом проекте пользоваться метриками. То есть до этого у меня не было опыта работы с метриками и данными, и хотелось бы попробовать как раз вот этот data-driven подход, когда ты смотришь на данные, смотришь на то, как пользователи реагируют на твой продукт, на их фидбэк, и делаешь улучшения, в общем, в связи с теми данными, которые ты получил. Достаточно часто задают вопрос о том, чем продакт-менеджер отличается от проджект-менеджера, и тут на самом деле все просто. Продакт-менеджер отвечает за продукт, а проджект-менеджер отвечает за проект. Отвечать за продукт значит проектировать продукт, создавать вообще полностью видение, каким будет продукт, описывать его, работать над функциональностью, а проджект-менеджер занимается тем, что создает задачи и распределяет эти задачи по командам. Чтобы стать продакт-менеджером, нужно не бояться больших объемов работ и иметь аналитический склад ума. Если у человека все хорошо с логикой, достаточно большая насмотренность, и он может управлять данными и пользоваться информацией в нужных целях, то, мне кажется, ему как раз дорога в продакт-менеджмент. Это очень важная часть, когда ты учишься продумывать всю структуру полностью, когда ты учишься смотреть на конкурентов, понимать, что сейчас на рынке необходимо, что является обязательным компонентом продукта, что можно опустить. Мне кажется, что как раз из IT-сферы, кем бы ты ни был, достаточно легко стать продакт-менеджером, просто потому что в любом случае, в какой бы команде ты ни был, ты, скорее всего, работаешь с продакт-менеджером, и можно какое-то время взять и просто за ним понаблюдать, поспрашивать, повыяснять, чем он занимается в течение дня, и поучиться. Есть пара диджитал-продуктов, которые мне нравятся. Это Aviasales. Мне безумно нравится простота этого интерфейса. Мне кажется, что лучшие продукты — это те, в которых ты не сильно замечаешь своего общения с интерфейсом. Все очень интуитивно, просто, быстро работает. Мы можем, например, даже попробовать что-то поискать. Например, мы хотим полететь в Париж. Вот у нас сразу появились цены. И что очень здорово, в тот момент, когда поиск, в общем, начинается, он еще не закончился, но ты уже видишь выдачу. Но в то же время ты видишь, что поиск не закончен, и это очень удобно для пользователя, когда он не ждет и не смотрит на какой-то лодер все время, потому что мы могли бы смотреть на него 40 секунд примерно здесь. Но они как-то очень, в общем, все продумали и классно сделали.
Второй диджитал-продукт, который мне очень нравится, это Инстаграм. Как ни странно, мне кажется, это просто потрясающая вещь, на которую подсели все из-за того, что это самая банальная идея, людям ничего не нужно делать, а так как наш мозг предпочитает лениться, и это его любимое занятие, в принципе, Инстаграм дал нам инструмент для нашего любимого занятия. Ты просто работаешь одним большим пальцем, скроллишь и кликаешь, и смотришь на приятные картинки. Мне кажется, это прекрасно. Если бы я была продуктом комитета, я бы в первую очередь, наверное, сделала бы какие-то дисклеймеры про что вообще ваши продукты, потому что, открыв 3 сайта, я не совсем понимаю, в чем разница, пока я не начну читать контент. Второе, что я заметила, это название DTF. Я не знаю, как оно расшифровывается, очень хотелось бы узнать, но если мы загуглим, то поисковая выдача выдаст очень интересные результаты.